Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Под предыдущим роликом с наращиванием ногтей на себе вы очень просили показать результат, как проносился гель. Об этом будет в этом видео. Сделаем блестящее омбре в зоне кутикулы. Будет, как всегда, интересно. Подписывайтесь на канал и поехали! Так выглядят мои ногти, им 1 месяц. Я их укоротила, потому что отправилась кататься на лыжах, необходимо было надевать все обмундирование, и чтобы не повредить эти ногти, не сломать, не сорвать, было принято такое решение, убрать немного длину. В целом она меня также устроила. Что хочется отметить, гель у меня проносился достаточно неплохо, но при этом есть вот такие сколы в виде трещин. Сегодня выполню коррекцию на них, оставлю длину, немного сделаю ногти поуже. И приступаем к снятию старого покрытия твердосплавной насадкой на максимальных оборотах с зеленой насечкой. Длинными движениями убираю основной объем материала. Кончиком насадки выпиливаю отслойки. Все сняла, теперь отталкиваю кутикулу апельсиновой палочкой. Кутикула у меня не сильно заросла. В промежутке я сделала по-быстренькому маникюр с ремувером и срезала кутикулу. Но у меня, как всегда, коварный птеригий, которого очень много. Для опиливания поверхности буду использовать пилку 180 грит. Выполняю длинные движения слева направо, сглаживаю переход от натурального ногтя к искусственному материалу, убираю оставшиеся отслойки. Длину оставляю, просто сделаю форму немного поострее. Когда выполняю на себе, обязательно отворачиваю руку для того, чтобы посмотреть симметричность ногтя. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Зашлифовала поверхность, сделала все ровным, и теперь приступаю к обработке птеригия. Чтобы его убрать, использую насадку пламя диаметра 0,23 с красной насечкой. Большим пальцем хорошо оттягиваю те участки, на которых произвожу обработку. И делаю обработку сразу на всех 5 левых сторонах. После этого выключаю скорость, переключаю направление вращения и прорабатываю правые стороны. Как видите, кутикулы у меня практически нет. Но если оставить этот птеригий, 100% будут затеки, которые будут влиять на появление отслоек.
В синусах не стараюсь все максимально вычистить, потому что знаю, что на моих ногтях это бесполезная затея. Кожа так и будет оставаться, и при этом будет перетираться. Оставляю так, а потом можно убрать ее ножницами или кусачками. Следующим этапом наношу средство для размягчения кутикулы. Понравился мне этот метод работы на себе. Благодаря нему еще кожа немного размягчается и проще вычистить забившийся птеригий. Круглым пушером убираю в этих местах, в уголочках все. Наношу дегидратирующий тоник, увлажняю. И теперь изнутри достаю эту кожицу, которую невозможно было убрать аппаратом. Помыла руку, нейтрализовала ремувер, теперь обезжириваю и наношу подготовительные препараты. Обычно на свои проблемные ногти я всегда наношу праймер и не пренебрегаю его использованием. Сильно отжимаю кисточку во флакончике и наношу праймер только на отросшую часть. На искусственный материал, на свободный край не нужно наносить праймер, потому что с пластиком и так будет хорошая сцепка. А наношу там, где, например, спилила материал, в общем, везде, где натуральный ноготь. Тонким слоем наношу базовое покрытие. Кстати говоря, базу можно наносить не на всю поверхность ногтя, а только на отросшую его часть. Но я по привычке наношу на весь ноготь. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Приступим к ремонту моих больших трещин. Для этого буду использовать специальный гель очень густой консистенции, который абсолютно не течет.
твердый гель как раз для ремонта. Набираю маленькую горошину, кладу на место трещины. Конечно, трещину можно было исправить и акригелем или, например, другим гелем желе, но я точно уверена, что этот гель высокой прочности выдержит такую трещину. Также ремонтирую и другие трещины. Короче говоря, наращивание или коррекция на самой себе — это очень неудобно. Что уж тут говорить. Приходится изворачиваться по-всякому. Поэтому заранее прошу прощения, если вдруг вам неудобно смотреть на вот эту постоянно крутящуюся, вертящуюся руку. Ну что поделать, зато ценная информация. Снимаю липкий слой с материала, с базы и подпилю те места, где выкладывала гель. Вот так теперь выглядит эта трещинка, ее как будто бы и не бывало. Следующим этапом будем использовать тот же гель, которым я работала и до этого. Гель от Optia, тон номер 6. Специально здесь вырезала дырочку, для того, чтобы гель не растекался. И можно видеть, что резьба практически чистая. Окунаю кисточку в баночку, набираю совсем немного. Увлажняю ноготь для распределения материала. И наношу материал в небольшом количестве от середины ногтя до свободного края. Такая нестандартная выкладка у меня будет по причине того, что я решила в зоне кутикулы добавить блестки. Сейчас такой дизайн очень актуален, популярен, и он действительно красиво, притягательно смотрится. Взяла я этот оттенок, потому что он очень плотный, в некоторых местах виден мой натуральный ноготь, и чтобы его перекрыть, использую этот камуфлирующий. Просушиваем в лампе 30 секунд. Наношу материал на средний ноготь. Просушиваю в лампе, и тогда, когда чувствую полимеризацию материала, его жжение, поджимаю. Для этого использую прищепочку, ставлю ее снизу, начиная от точек вроста на свободный край. Средний ноготь у меня более широкий, раскрытый, поэтому такое заужение будет очень даже кстати. И отправляю в лампу на досушку. Теперь время красоты. В зону кутикулы будем добавлять блестки золотого цвета. Их я заказывала на AliExpress, и совсем скоро вы увидите ролик с обзором всех моих покупок с сайта AliExpress. Набираю некоторое количество блесток, кладу в зону кутикулы и распределяю тонкой кистью. Стягиваю блестки на себя для получения такого плавного перехода. Смотрю, чтобы они сильно на друг друга не наслаивались, чтобы не было лишнего объема. Переложу на второй ноготь. Да, круто они переливаются. Блестки растягиваю приблизительно до середины ногтевой пластины. Не обязательно использовать такой гель, можно выбрать и обычные сухие блестки, просто нанести их нужно будет на жидкий материал, например, гель. Самое важное условие, чтобы эти блестки не топорщились, поэтому те частички, которые сильно приподнимаются, я кистью придавливаю.
Отправляю в лампу на просушку. Для следующего этапа мне понадобится гель, саморазравнивающийся и более полупрозрачный по своей структуре. Немного набираю геля на кисть, промазываю прямо поверх блесток, увлажняю поверхность. Набираю каплю объемную, моделирующую, потому что сейчас ноготь плоский, ему не хватает укрепления по стрессовой зоне. Ставлю на середину, на наивысшую точку и распределяю кутикуле, чтобы был плавный переход. И стягиваю на себя. Очень красивый оттенок, полупрозрачный, за счет чего видны наши блестки. Тонкой кистью помогаю гелю распределиться в боковых стенках. А теперь переворачиваю свой ноготок, формирую архитектуру, помогаю себе тонкой кистью. Выравниваю в технике без опила. Оцениваю ровность блика при помощи круглой лампы. Если блик ровный, отправляю на просушку на 1 минуту. На этом этапе также можно поджать ногти, если они очень широкие. Знаете, я в шоке. От чего? Этот гель мне практически не жжет. Совсем минимально. Это очень удивительно, потому что мне жгут абсолютно все гели, гель-лаки, топы и так далее. После того, как выложила материал на 4-й ноготь, отправляю в лампу на полную полимеризацию на 2 минуты. Все, что остается сделать, это покрыть топом. Сложно? Нет. Красиво? Да, очень. И такой дизайн классно будет смотреться не только с глянцевым топом, но и с матовым. Результат моей коррекции на самой себе. Ставьте пальчик вверх, если понравился дизайн. На мой взгляд, он очень лаконичный, несмотря на наличие блесток. Попробуйте его также выполнить и на себе. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!